Добрый день, дорогие путешественники! Я полетел в Индонезию на концерт своей любимой группы. Но, помимо офигенного концерта, я гладил слонов, бил палкой макак, тискал черепах, купался в кораллах и в бассейнах с видом на город, нюхал серу на вулкане и очень много ел. Проблема в том, что путешественники часто циничные снобы. Они дают витиеватые советы, которые в итоге сводятся к одному. Вам надо родить тонны денег. А я не то чтобы очень сильно хотел быть циничным. Для этого еще 10 лет назад я еженедельно говорил, чтобы родить тонны денег, надо стать инженером. Добрый день, дорогие инженеры! Добрый день, дорогие инженеры! Добрый день, дорогие инженеры! Добрый день, дорогие инженеры! А у меня, как я глубоко пробку не сую, все равно прием плохой. Поэтому все, кто меня слушал, респект. Сейчас буду давать витиеватые советы. Все, кто не слушал, хороших программистов сейчас действительно не хватает. Но прежде чем писать резюме, налейте себе чаю, сядьте и представьте, что вы смотрите часовой ТикТок. И как там у вас в ТикТоке делают? Сейчас в бизнес садиться будем. Причесаться ради такого стоит. Так, вот эта кнопка. Во-первых, откуда у меня бизнес? Я, конечно, инженер, но я люблю страдать. И 2 часа полета до Стамбула спокойно пострадал бы с коленками, застрявшими в текстурах кресла. Но дело в том, что Turkish Airlines никогда не знают иммиграционное законодательство. Меня уже не пускали на борт с пересадкой в Европе, но в этот раз было так. Прихожу я на стойку регистрации, и мне говорят: визу дай. Какая к черту виза в Индонезию? Ты прилетаешь в Индонезию и покупаешь там визу прямо по прилету. Вот сайт, регистрируюсь. Ладно, окей, регистрируюсь на сайте, плачу $100 и начинаю с ними сраться. Мне надо 2 часа ждать, пока мне одобрят визу. Пока мы с ними сремся, пока они пытаются позвонить в Turkish Airlines, приходит одобрение визы. Они стоят такие: слушай, а ты не хочешь в бизнес? Я говорю: сколько? Они: 200. Не, за 200 2 часа лететь мне неинтересно. За бесплатно. Вот за бесплатно уже другой разговор. The best one you have. Ваше здоровье. Если что, это был чай. И тут не переживайте. Для тех, кто никогда не летал в Туркишево, я могу подсказать, что здесь есть невероятная музыка, под которую невероятно хорошо засыпается. Белградский лес. Честно, я хрен знает, про какой они лес в Белграде говорят. Речь, скорее всего, про вот этот лес. Ада Цыган ли? Только тут есть булькающая вода. Здесь, правда, не так сильно кричат птицы. Сравните. Есть подозрение, что птиц уже съели цыгане. Но при всем этом... Музыка белградского леса. Я, по-моему, прослушал весь альбом 5 раз. Так хорошо под нее спится. Обалдеть. Специально для таких поездок я купил себе нормальные наушники за $20. И лес Белграда звучит как лес Белграда. Шелушение листьев, кричащие птицы. Теперь наушники аудиотехника, которые дают в бизнес-классе. Нашел. Будто кто-то что-то сыпет мне в уши. Нахер эти аудиотехника, наушники, я их даже с собой брать не буду. Понос какой-то. Хотя детям Африки, в принципе, если они голодны, можно их сварить. Сделать кашу из наушников, аудиотехника для Turkish Airlines. Я уверен, у них такая сказка и есть. В принципе, и эти можно сварить. Будет каша с комочками. В экономе примерно такая и будет жрачка. А курица не такая плохая. Когда ее снять со сметаной, зашибись. Вкусно. Соус красный.
Дорого-богато. Они порезали помидорки черри. Слушайте, а может мне и дальше в бизнес летать? Так хорошо. Ой-ой-ой-ой. Считайте, сколько здесь FPS. Раз, два, три, четыре. Ну, плюс-минус 14. Самолет приземляется, и внезапно мой сосед, телефон, улетает куда-то, туда, где стюардессы сидят. Прям хщух куда-то в темноту. Алло, а вы там не видели, у вас телефон не пролетал? В итоге мы вместе со стюардессой 25 минут искали этот ядрючий телефон. Уже все вышли из самолета. Мы прошли все щели, которые можно было. И в итоге открывается дверь, и пилот такой: а вы тут телефон не теряли? Вот мой телефон пролетел в щель между дверью пилота и полом. И сидел у них там, звонил, потому что я ему по этим наушникам, типа, говорю: таймер поставь. И он звенит, нигде его нету. Короче, мое предложение. Возьмите меня в олимпийскую команду по аэрохоккею. Даже если мы не сможем победить, то наши враги, затрахаются искать эту шайбу. И если вы, как и я, думали, что дверь в кабину пилота железобетонная, это оказалось не так. В Боинге 737 под дверью есть щель. Если хотите, можете прокричать туда все, что думаете о безопасности полетов. В принципе, можете просунуть туда руку и показать. Часов полета ощущаются как час, плюс 2 часа, плюс 3, плюс... пиздец. Я сейчас одновременно хочу спать, есть, и мне звонит таксист. I'll be there in a minute. Good. Thank you. Всю еду в Индонезии будто готовит бабушка. А вот суп с говядиной, которую хрен разгрызешь. И чипсы. Извини, бабуля. В полночь можно есть только в клубах, где вам сразу предлагают травку и чай. Я понял, что я потею как черт, не намазался от комаров, и у меня заканчиваются аккумуляторы на этой камере. Поэтому вместо того, чтобы ходить по городу ночью, я посмотрю на расписание работы бассейна. Я даже плавки надел. Заработал бассейн. Что такое? Джакарта! Во-первых, Джакарта и ее пригороды – вторая по величине городская агломерация в мире, после Токио. В этом районе живут 34 миллиона человек. Но толпы тут даже не сравнятся с Токио, где на Сакуру в толпе туристов в Уэна-парке чувствуешь себя мягкой акулой из Икеи. Тебя постоянно трогают снизу. Японцы просто низкие, они бы и сверху трогали. Лучше идите смотреть Сакуру в район Шинджуку. Там невероятно красиво. И не трогают. В Джакарте загруженность напрямую ощущается исключительно на дорогах. Именно поэтому все в Индонезии пользуются мопедами. 2 мопеда стоят на $1 дешевле, чем одно такси. Экономия. Возможно, я просто не был в местах, где очень плотно. Но где бы я ни был, было очень потно. Главная проблема в том, что в августе здесь 35 градусов. И вот есть статуя
писающий мальчик. А я статуя потеющий мальчик. Если фонтанируем. Безостановочно надо пить воду, чай, юппи. Юппи со льдом. Вкус эскимосского детства. Во-вторых, это живой мегаполис, в котором всегда что-то происходит. Можно просто идти по городу и в случайном парке внезапно попасть на тусу. Здесь цивилизация, понимаете? Здесь люди кушают, пьют. Что может быть еще более цивилизованно? О, чьи-то ноги. Нормально. Человек тренируется для поездки в Австралию. И веселье здесь абсолютно нормально. И почти круглосуточно. Переходя дорогу, можно упереться коленями в шашлычницу, заказать себе напиток со вкусом лесных ягод и пыли, пока ребята рядом просто поют караоке. Но хватит петь караоке. Пора ехать на главный вулкан Индонезии – Кракатау. В 5 часов утра. Дело в том, что от Джакарты до пляжа города Карита ехать 4 часа на машине. Надеюсь, еще в самолете вы научились спать в машине. Остановка на покушать. И помыть руки. Это вторая чашка. А от пляжа до вулкана еще 2 часа на лодке. Запоминайте, в конце будет задачка. «100 40 лет назад вот эти острова невероятно радовались, потому что вулкан Кракатау начал качать их. И на самом деле это было уникальное событие. Вулкан молчал многие годы, и сейчас хоть какое-то развлечение 19 века. О, серой пахнет. Но так, как будто старые спички где-то в конце дома лежат, и бабушка их иногда зажигает. Но 27 августа 1983 года, мы это снимаем 26 августа, я не подгадывал даты, типа завтра вулкан взорвался. Самый большой взрыв в 19 веке, 10 тысяч Хиросим, 4 тысячи человек мертвы сразу. И несколько волн цунами сносят еще 35 тысяч человек. Итого 40 тысяч индонезийцев, увы, погибли в конце 19 века. С каждым новым метром запах сменялся. С спичек в бабушкиной хате. И сейчас новогодний карнавал. Вот эти вот петарды, фейерверки. Всем пахнет здесь. Я не слышал, но говорят, что взрыв Кракатау — это самый громкий звук, когда-либо записанный человеком.
Его слышали ружейным выстрелом в Австралии в нескольких часах полета от Джакарты. А волну цунами почувствовали за 10 тысяч километров на Гавайях. С тех пор вулкан извергался неоднократно. Но индонезийцы больше не радуются. Они просто не возят в этот день туристов на остров, а катают вокруг на лодочке. Но сегодня отличная погода, поэтому мы поедем прямо на вулкан. Конец. Там дыра. Здесь ни хрена. Очень жарко и пахнет серой. А вот этот случайный камень положу себе на рабочий стол. Не знаю зачем. Отвечу сам себе потом. Так и не ответил. Я понятия не имею, зачем я его взял. Это пахнет серой. Вау. И серный камень уже ничем не пахнет. Да и в целом вулкан не так крут, как кажется, если в него не прыгать. Я думал, ща как выплеснется. Но нет, не выплеснулся. Тут просто-напросто скучно. Чувствую себя, на Луне какой-то. Нил Армстронг. Маленький шажок для человека, большой шажок для человеков. Все, что у вас есть, это гид. You see different the color, you know. Yeah. If So the blacker, the newer. Говорят, новая лава. Новая лава лучше старых двух. Камни. Вот этот вот камень свалился 6 месяцев назад сверху. Ну-ка. Пахнет ничем. И потоки истории. Здесь стекала пена для ванн. Так, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, и прям туда, в ванну. Так что теоретически вот эти камни можно назвать бомбочками для ванн. Сера, лава. Я не помню название всех этих женских магазинов с пенами для ванн. По-моему, один назывался Вош, Вуш, Вос, Вос, Вош, Вуш, Вух. Посещение вулкана похоже на поедание рыбы фуги. Никто не знает, что с 2010-х годов фугу выводят без яда. Но зато как звучит. Я был на активном вулкане! Все девки мои. Кстати, где вы? Да, кстати, забыл сказать, здесь интернет не работает. Так что если я бы даже хотел загуглить, как называется этот женский магазин, то я могу надеяться только на себя. Все еще мне кажется, что это какая-то вошь. Только вернувшись домой, я вспомнил, как называется этот женский магазин для ванн. Лаш. Но какая-то цивилизация тут есть. Ага, а говорили, нету здесь указателей. Есть. А вот там какой-то домик стоит. Понять не имею, что там. Я просто не мог этого не сделать. Ой. Хороший вулкан. Экскурсия интересная. А на берегу еще обязательные сувениры. Все это прибивает к вулкану с соседнего острова Суматра. Да и вообще здесь много островов, если вы еще не поняли. Это, например, красавец Раката.
Сюда людей привозят после того, как они походили по лаве. Здесь ничего нету, кроме воды, растительности, змей и варанов, которые очень быстро бегают. Вараны, если вы не знали, больно бьют хвостом. Но если их покормить курицей, то бьют не так сильно. А еще здесь есть всякие мандавошки, которые живут на пляже. Но, в принципе, райский остров и должен так выглядеть. Вараны, мандавошки и, да, там еще лодочник должен быть где-то припаркован. Но про него всегда все забывают. Но рано или поздно поездка на вулкан заканчивается. Помните, сколько занимает дорога сюда? Вот вам задачка. Сколько времени вы проведете на вулкане, зная, сколько занимает дорога до него, что поездка на вулкан стоит $200, и то, что дома вы окажетесь в 10 вечера. Это что такое? Вот это работает. А это? Это что? А, это сломанное все! Твою мать! Тут все сломано! С ним. Решил проехаться по городу в белой футболке, посмотреть, насколько здесь грязно. Я вообще приехал слушать кей-поп, но внезапно обнаружил, что в Джакарте в принципе постоянно выступают международные артисты. И в те же даты на летнем фестивале выступает моя старинная любовь, норвежская певица Аврора. And I was running far away. Would I run of the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. Концерт через 15 минут. Мы в пробку попали. Еще 2 часа ждать нашу исполнительницу. Пока мне понравились все остальные, поэтому вопрос. Может, мне очень понравится то, чего я жду? Музыкальные фестивали — это Spotify с элементами хайкинга, где на следующий трек надо пролистывать свайпом ногами. Ла-ла-ла фестиваль в Джакарте, который очень удобно попал в путешествие, это 3 открытые сцены, где в 30-градусную жару, потому что вечер, по очереди потеют международные артисты. Например, выступала Тайла с горячим как черный кофе постельным R&B. Индонезийка, стоявшая рядом со мной, назвала Тайлу Африкана Гранде. Я в любом случае лучше не придумаю. Песня Safer классная, я сохранил себе. Но она единственная, из-за которой ролик блокируют в России на Ютубе. Поэтому пошла Тайла нахер. Кстати, изначально я думал, что Тайла как раз именно оттуда. А она, оказывается... обладательница Грэмми. Но не абы какого, а организованного специально для нее в 23-м году. За лучшее африканское выступление. Ну это просто нечестно. Почему бы тогда не давать Грэмми за лучшее выступление рядом с поселком Известковый еврейской автономной области? Удачи, Тайла. Или хотя бы Грэмми для азиатского региона. Например, выступала японка Friday Night Plants. Она льет альтернативный R&B в осеннем стиле, об обнимашках в кровати и воспоминаниях о прошедшем лете. Я без проблем добавил в избранное песню «Джунс». Она своим брынчанием почему-то мне напомнила, как десяток лет назад я сидел и делал домашнюю работу по матану под бульканье электросоула вроде
Pretty Lights. Прям в Джакарте захотелось взять тетрадь и в ней пару интегралов, вспоминая о прошедшем лете. Здесь просто адски жарко. У меня вся кепка уже мокрая. Не то что футболка сейчас. Вы когда-нибудь видели мокрую половую тряпку? Но больше всего на Ла-Ла-Ла понравилась местная индонезийская группа Трипов. С их названием, конечно, плейлист превращается в какую-то записную книжку, но у них такое согревающее звучание, будто свои милые домашние песенки поют прямо в ухо. Вообще-то, главный жанр трипов – оптимистичный поп. Но именно меланхолично-балладную Moonlight я добавил первой. Причем в специальный плейлист для дождливых вечеров. Пора кушать. Остренькая лапша с какими-то шкварками. Немножечко остро, немножечко лапшово. Как себе? Острые мидии. Похоже, что в них уже впекли лимон с таким лимонным привкусом и острой присыпкой. Очень вкусно. Проблема исключительно в том, что это фестивальная еда. Все, что здесь можно купить, стоит... Вот это, по-моему, было $9. Это дохера. За 3 шпажки мидий и какой-то лапшу. Но, камон. Если ты отсюда выйдешь, у тебя заберут воду, а мы не хотим терять воду. 3 шота, 9 коинов. 1 шот, $5. Не сегодня. Чтобы вы понимали средний рост здешних людей, я сейчас понесу камеру на своем уровне глаз. Но почему я вообще здесь? 5 лет назад я купил билеты на концерт Авроры в Москве, но она туда не приехала. 5 Лет спустя я здесь, в Джакарте, хотел назло ей тоже не приехать. Но я не злопамятный. Но песни Авроры помню, как и раньше. Это буквально песня моего детства. Нет, явно не детства. У меня в детстве были такие песни: «Не пожелаешь ни врагу, ни морячке, ни моряку, ни рыбачке, ни рыбаку». Наконец-то я наорался феминистических гимнов. Аврора, повторяя Терима Кассих, за час спела немного из того, что я давно хотел. И уж
точно спела много того, что я даже не знал, что я хотел. Многие песни я впервые послушал прямо здесь, на фестивале. Guess I shouldn't have kept a knife in my heart for so long. Guess I shouldn't have held back when I needed you to know. Guess I shouldn't have kept a knife in my heart for so long. Guess I shouldn't have held back when I needed you to know. Oh, I just want to... Мне кажется, я не один такой дерьмовый фанат. Думаю, многие слушатели старых исполнителей тоже знают 2-3 песни или альбома, под которые у них были хорошие воспоминания. В книгах, знаете, есть понятие «автор мертв». В музыке автор умирает тогда, когда вам становится лень послушать его новый альбом. А слушатели Linkin Park на Яндекс.Музыке даже никогда и не узнают, что те еще живы. Feel like there are so many people with power that use it in the wrong way. Мне очень понравилось. Спасибо, Аврора, за прекрасный голос. Но в целом формат фестиваля совершенно нету. Это похоже на Диснейленд без горок. Ты просто ходишь по темноте и сквозь толпу пытаешься понять, кто там сейчас орет. Микки или Гуф. Тьфу ты, Гуфи. Хотя и тот бы тоже бы орал. И я сказал, что это как Spotify. Но в Spotify хотя бы песни подписаны. А тут, знаете, на экзамене иностранного языка есть разные уровни. С, Б, А. И на каждом обязательно есть аудирование. Я поставил не тот микрофон, и сами скажите, на какой уровень я сдал аудирование по-английскому? Сразу скажу, Шазам экзамен не сдал. Я бы лучше вместо этого просто покатался по городу в белой футболке. Футболка в итоге тест не прошла. Я что, на стройке, что ли, вытирал футболкой каску? Я не понимаю, где я мог вот так вот все... Я уверен, вы уже заметили. Индонезия – мусульманская страна. Но, следя за конфликтами на Ближнем Востоке, вы, возможно, стали забывать, что Индонезия – крупнейшая мусульманская страна в мире. Тут по 5 раз в день одновременно молятся 242 миллиона мусульман. А Джакарта – крупнейший мусульманский город. Здесь смертная казнь за наркотики, тюрьма за азартные игры, но при этом тут не запрещена продажа алкоголя. И чая в пакетиках, несмотря на то, что его тут же и собирают. Господи, боже мой. Индонезийское правительство считает страну мультикультурной и, скорее всего, хочет, чтобы на Бали все-таки приезжали русские. При этом нет никаких проблем с тем, чтобы носить красивую разноцветную одежду и весело проводить время. Но от ислама осталось кое-что еще. Еда. В Индонезии нет свинины. Все, что вы можете взять, это разнообразные комбинации риса, курицы и арахисового соуса. Почти всегда еда в Индонезии напоминает шведский стол, после сборки которого осталась пара лишних деталей. Вот 2 главных индонезийских блюда: жареная курица с рисом, аям горенг и куриный шашлычок. Мне кажется, более стандартной херни в Индонезии в принципе не найти. 5 наси горенг. Я уже так понимаю, это что, типа картошка с пюрешкой здешняя. Как у бабушки, елки-балки, она что же так делала, без панировки, без всего. А вот другое индонезийское блюдо – баксо. В комплекте с ним идет полумертвый старый кот, который не дает сесть нормально, и клоун, требующий выкуп за ваши уши. И куча разных соусов. Это уксус. Это соевый соус. Сейчас здесь все похоже на бабушкин суп. Ну, суп с фрикадельками. Не супер вкусно, но по бабушкиному приятно. 223 рубля. Это баксо на двоих. Может, они реально из этого кота, который там лежал, поэтому он такой
полуживой. Когда едешь в Индонезию, все говорят, пей воду из бутылок, не будь укушен комарами и кушай где угодно, только не на улице. Но проблема в том, что все здесь на улице. И выглядит это так, как будто это реально жральня. Кстати, даже когда вы заказываете баксо, хрючево готовят на улице, а едите вы в помещении. Индонезийцы всеми силами хотят готовить у дороги. Если вы думали, что здесь полная дизентерия, то здесь есть раковина. В них нету мыла. Но раковина есть. Можно даже причесаться. Как говорится, первое впечатление может быть обманчиво. Это рисовые дамплинги в арахисовом соусе. И туда можно добавить капустку, но не красный, яичко. То есть буквально это арахисовый соус с тестом. Это остро и абсолютно безвкусно. Это первое, что не похоже на бабушкину кухню. Это не так хорошо, как было на картинке. И не так хорошо в реальности. Вообще, в принципе, это не очень хорошо. Это плохо. Но... Ну и ладно. Хер с ним. Инвестируем в понос. Среди прочих продуктов я, конечно, хотел попробовать гаду-гаду. Вот оно. Картошечка. Арахисовый соус. Ну, это такой рецепт. Соус из орехов. Извините, пожалуйста. С другой стороны, в России все делают с майонезом. Почему бы в Индонезии не сделать все с арахисовым маслом? Даже я себя не могу убедить в том, что это будет вкусно. Это не так плохо, как я думал. Это очень даже неплохо. На вкус реально как салат оливье, который залили арахисовым маслом. Тут картошка, яйцо, какая-то травка. Тут колбасы нет. Не то, что прям сильно советую, но это можно есть. Но главным блюдом Индонезии заливают остальные блюда. Почти у каждой страны есть свой собственный красный соус. У грузин это сацебели. У корейцев самджан. У американцев Фрэнкс Ред Хот. А не табаско, как вы могли бы подумать. У русских подлива. С макарошками. У индонезийцев самбал. Острый, густой, отлично идет с тем самым рисом и курицей. Но у него есть одна проблема. Мне сказали, что я первый за многие десятилетия, кто попробовал самбал, и ему было вкусно. Все остальные говорят: остро. Во-первых, гребаные пуськи. Во-вторых, это самое вкусное, что здесь есть. Самбал. Самбал. Мои белые друзья над нами уже смеются. Давайте наконец покажем, что мы стойко можем переносить не только месячные. Вкусно. Вау! Ну и, конечно, Джакарта — это город, где, в принципе, над русскими будут шутить. Потому что богема ищет место силы не в центре вайбового экваториального мегаполиса Индонезии, а в бесчетных нумерологических оргиях на мокром песке с девами-раком и скорпионом и других героях свингер-басен Крылова. Они ищут место силы на соседнем острове Бали. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Именно ко мне прикасались, и классно, что именно нужно было прикоснуться, чтобы человек смотрел в глаза. Energy, power, love shower. В аэропорту разговорились с продавцом. Ты откуда? Из России. На Бали летишь? Как ты узнал? Но куда бы вы ни летели, на Бали или на Яву, врачи рекомендуют обновить прививки от столбняка и гепатита. $100. Но Индонезия и даже Джакарта больше, чем эти два острова. Обновите чай.
В 2 часах езды по воде от Джакарты находится 1000 островов. И это не те 1000 островов, которые вы добавляете в салат, и не те 1000 островов, которые находятся между США и Канадой. Это 3000 островов. И в отличие от тех, которые в США, которых 1800 с копейками, здесь их всего 300. Я знаю, о чем вы подумали. Они округлили в большую сторону, плюс-минус 700, 800 уже в принципе не суть важно. Но даже с учетом этих 300 вы можете попасть в принципе где-то на 80, и только 10-12 из них заслуживают вашего уважения. И уважения джакартийцев, которые сюда ездят на уикенд отдыхать. Потому что на Джаве воздух слишком вонючий, а на Бали одни русские. Поэтому вот только сюда. Чтобы попасть на остров, надо приехать на самый край пристани, купить билет за 360 000 рублей и ждать 8 часов утра. А вот и 8 часов. Я пошел. Зря ходил. Тут вызывают поименно. И 8 часов это всего лишь сигнал для учителя. И после этого можете взять супер дорогой и ужасный завтрак. Я так понимаю, в самом конце пирса другой в принципе никогда не сделают. В следующий раз надо выбрать себе какое-нибудь другое имя, а то они с трудом произносят все, что на «е». А почему не с ветерком? С ветерком хочу. Вот так гораздо лучше. Опа. Нормально. Мам, как тебе мой новый наряд? Брат? Карманов нету. Ляжки тоже нету. Придется тонуть как есть. И 1,5 часа едете на лодке. Опа. Это уже не согласен. И я, как большой любитель городов, сразу захожу внутрь. У меня есть еще 5 часов на этом острове. Что-нибудь да найду. I'm single. О, смотрите, как будто сигарет, блин, за школой. Охренеть.
1000 островов. И только 10-12 из них заслуживают вашего уважения. В принципе, из этих 10-12 островов все одинаковые. Вы на каждом можете покупаться, на каждом поплавать с маской, на каждом поплавать с аквалангом, покататься на велосипеде, на мопеде и полежать на пляже. И, само собой, поесть. Я бы, если тут еды не было, даже вам рассказывать бы не стал. На первом острове огромное количество мостов, на каждом из мостов по домику. На втором острове залив. Говорят, в этом заливе самое большое количество мусора плавает, которое есть в Джакарте. На следующем острове очень много маленьких островков с деревьями, как за мной. Следующий остров — это 2 соединенных мостом. Он называется мост любви, и в середине моста можно спрыгнуть с него. Я не прочитал аллюзий. Следующие несколько островов — это просто маленькие острова, где снималась реклама Баунти или какого-то местного шоколада. И, конечно, между всеми этими островами я выбрал тот, который я хотел изначально. Остров с черепашками. Я думал, здесь будет все гораздо больше. Ой. Окей. Смотрите, какая. Офигеть. Ничем не пахнет. Смотрите, 2 ноздри, как у людей. Глаза, вон какие большущие. Аккумулятор. Несъемный. Кузя, уткнись. В Советском Союзе в таких бассейнах купались люди. Теперь им нашли нормальное применение. В смысле, бассейн. У людей еще проблемы с этим. Черепашки среднего размера. Черепашки побольше. Large. И черепаха XL. Она, говорят, очень кусучая. У него острый панцирь, а сверху как будто кокос. Ой, тяжелая. Ой. А здесь совсем уж мелкие. Ой, смотрите какой. Офигеть, смотрите какой. Ой, летит такой. Окей. Он еще даже не кусается. Nah, Bapak Ibu, sebab kami tidak mengharapkan Жарко. apabila Вот, а это... bulan. Jadi relatif. Ini kan? Gitu. Ya. Kalau ini. Советские бассейны, советские чеки. Связь сквозь поколения. И ваш ведущий, потеющий как черт Евгений. В соседнем доме разводят морских коньков. Но их нельзя трогать. Всех, кроме замороженных. How much for one? 50,000. Советские бассейны я не зря вспомнил. Просто там удар лицом об кафель. Уф. Dive Center. То, что мне надо. Порезался об коралл. Отстой. На острове Черепах тебе дают вот эту штуку.
штуки на ноги. И вот такой загончик, буквально 20 метров в ширину и 3 метра в глубину. Ну и самое главное, солененький, Тихий океан. Рано щиплет. Главная фишка купания в океане — это то, что везде жарко, и снизу, и сверху. И по какой-то причине здесь есть какое-то странное течение, которое действительно сносит куда-то вот туда, к тому острову. Наверное, вот там больше всего мусора. Военком! Тебе туда! Я не знаю, нахер нужна эта маска? Очки надел, а это зачем нужно? Трубка-то зачем? Где мое облако? Без этого всего можно обойтись. Вкусные кости. Продолжение фильма «Милые кости». Невероятно удобно кушать рыбу, когда рядом с тобой коты. Пососал кости. Безвыхлопное производство. Беру свои слова обратно. Лучше, конечно, когда собаки есть. Потому что кошки не сильно грызут кости. У меня сейчас весь пол засран, как будто это я ел рыбу. Там, на полу. Зашибись. Кисло-сладкий соус, лучок аль денте, морковка аль денте и кости аль денте. 120 тысяч рупий. Надеюсь, это не инвестиции в понос. Если вы переживали, то на острове есть вода. Даже есть мыло, в отличие от Джакарты. Соленое. Ну и в 3 дня, то есть спустя 5 часов, надо ехать обратно. Самое главное, не забудьте перед отъездом достать из портфеля чек на обратный путь. Там уже есть какая-то очередь. Надеюсь, это я. И не забудьте, что для всего этого проснуться надо в 6 утра. Хватит оттягивать неизбежное. Пора ехать туда, куда ехал. В Джакарте проходила часть мирового турне группы Айв. Yeah. Мировые туры сильно отличаются. Чтобы попасть на концерт кей-поп группы, можно поехать в Европу через полгода после концерта. Как раз к тому времени вам не одобрят визу. Можно за пару минут урвать билет в Сеуле. Зато виза простая. Но есть идеальное решение. Концерт в Южной Азии. Визы нет, билеты, как правило, есть. Вы прилетаете в Джакарту, садитесь в такси и приезжаете на концерт. Входите, забираете свои браслеты, проходите в зал. Не понял. Ищите место. В общем, первое, что ты понимаешь, это то, что у тебя не стоячие места. И здесь вообще никто не стоит. Все встают. Как вовремя. Окей, мы слушаем гимн Индонезии. С вас $200. Вы на кей-поп концерте. Все это путешествие вообще началось с того, что я услышал песню «Ascendio» и решил во что бы то ни стало проорать ее. Watch me, don't touch me, love me, don't hurt me. Watch me, don't touch me. Теперь у меня есть свой личный крик Вильгельма, к которому неожиданно подошли сзади. Ну, сорян.
Да, я даже не пытался сохранить звук. И мне было так хорошо, я просто кричал свои любимые песни. Например, лучшую песню 22 года и одну из лучших песен в кей-попе. Ну и, конечно, тульская свистулька. Это одна из моих любимейших песен вообще. Вместе со Slipknot Snuff. Ну, вот такой вот вкус у меня. И я добавил в свою коллекцию танца пальцем вид сбоку. Группу IVE большинство людей узнают, конечно, по ее лицу. Одной из самых красивейших девушек современности – Чан Ваньон. Это в наше время, чтобы удивить толпу, Джанет Джексон приходилось разрывать лифчик. Сейчас Ваньон простым движением бедер может сломать ТикТок. Но с другой стороны, кричать Ваньон слишком попсово. Я, например, вижу огромный потенциал в другой участнице. Извините, товарищ судья, но я кричал... Но в этом и уникальная психология кей-поп-групп. В них каждый найдет что-то по душе. Девчонка сбоку от меня попросила скинуть по airdrop'у все видео с главным голосом группы Ким Чи Вон, которая действительно отлично поет. Хотя конкретно в Джакарте все обсуждали Юджин, которая порвала штаны, но профессионально продолжила обтягивающее выступление. И чтобы не обделять вниманием, я вообще был невероятно удивлен, что все девчонки иногда пели вживую. Я приехал, рассчитывая, что будут одни плюсы, как здесь. Но почему вообще кей-поп? Я же только недавно показывал вам нормальную музыку. Понимаете, люди — социальные гоминиды.
Нерды обсуждают «Звездные войны» и кто из несуществующих героев ближе к канону. Гики обсуждают «Телефонные войны» О, да, 11 Pro. и кто из бездушных кусков металла камерой ближе к Кэнону. Фанаты кей-попа на этом фоне выглядят наиболее адекватными. Они обсуждают живых людей. Людей, которые знают о том, что их обсуждают. И они делают все, чтобы девочки засыпали, думая о них, а мальчики просыпались, думая о них. Это край поп-музыки. Прививка от старости. Слушая просто музыку, легко становиться в своем развитии. Вспомните вашу бабушку, которая из последнего назовет кабаре-дуэт «Академия». Сказала мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Вы даже не заметите, как самые свежие песни в вашей коллекции отпраздновали совершеннолетие. В кей-попе большие релизы выходят ежемесячно. И вам всячески подскажут, что вы старая бабка, когда вы включите уже прошлогодний хит. В кей-попе могут специально написать песню, которая будет на повторе играть в конце выступления, пока айдолы дурачатся на сцене. В кей-попе в перерывах между выступлениями в зале включают камеру, и любой желающий может, наконец, потанцевать. Жаль, я не танцую. Я так сильно не хотел встать, даже когда сидел на зоне. В кей-попе без сталкинга можно посмотреть на кумиров вблизи, просто купив билет на send-off. На другом конце этой очереди айдолы с удовольствием помашут и покажут сердечки фанатам. Но самое главное, музыка-то, действительно охуительная. Вот эти огни в зале – это лайтстики. Еще одно невероятное изобретение кей-попа, а точнее группы Big Bang в 2006 году. Bang, bang, bang. Замена зажигалок и вспышек, которые стоят $50. У каждой группы, как вы поняли, свой фирменный лайтстик, отличающий фанатов от других фанатов. Я давно купил себе эту палку с батарейками и очень хотел рассказать о ней после концерта, потому что помимо веселого свечения, которое меняется с телефона, здесь есть еще такая кнопка «Режим концерта». В этом режиме, по идее, к палке по Bluetooth подсоединяется светорежиссер и зажигает зал. Но этот светорежиссер, оказалось, не любит командировки и работает только в Сеуле и Токио. Учитывая, что вы и так держите телефон в руках, а айдолов гораздо проще привлечь плакатом «С днем рождения», то толку от нее никакого. Единственное применение лайтстика за пределами Восточной Азии – это после концерта нескольких поп-групп вместе, как после футбольного матча искать и избивать фанатов с другой палкой. Этой самой палкой. Неплохо, кстати.
Кстати, про фанатов. Вот зал, в котором сидел я в Джакарте. В каждом городе на сцене девчонки фотографируются на фоне зрителей. Вот зачем это нужно было. И тут стоит поговорить о популярности кей-попа. Вот фотография с концерта IVE в Токио. 50 тысяч человек. Там как раз еще работал световик, который не любит командировки. И вот опять мой маленький зал в Джакарте на 10 тысяч человек. IVE оказалась третьей по популярности женской кей-поп группой в турах после Blackpink и Twice. Они смогли осчастливить 440 тысяч зрителей за 37 концертов, получив за свой первый тур $50 миллионов. То есть один концерт в среднем 12 тысяч зрителей. Это почти идентично тому, сколько Тейлор Свифт собирала на своем первом туре в 2006 году, когда она еще играла на гитаре. Это немного. Та же группа Ленинград утверждала, что собрала 400 тысяч человек за 9 концертов. Но только в России. Я был невероятно удивлен, что в самой мусульманской стране мира, в Индонезии, собрался зал кочевых крутых людей, парней и девчонок, в платках и без. И все подпевали песни на языке, который даже не знают. На мой взгляд, это невероятное достижение Кореи. Девчонок из группы IVE, которые 3 часа рвали зал, и, конечно же, авторы их музыки Райна Джана и писательниц песен Исеран и Сёджиим. Написать песни, которые может подпевать весь зал, это огромное достижение. Как и сидеть 3 часа. Нормально. Кто мог подумать, что размер L в Индонезии это что-то типа XS в нормальном мире? Блин. То есть ее нельзя стирать, потому что она станет еще меньше, чем была, и нельзя гладить, потому что все буквы с нее слетят при первой же глажке. Ну, зашибись. Сохраним для внуков. Я заболел. Я не думаю, что это лихорадка Тенге или малярия. Это воспаление легких. Температура, сопли. Ну, зато у меня сейчас кровать выглядит как настоящее ложе одинокого мужчины. Вся в каких-то салфетках, какие-то мокрые, какие-то еще сухие. Мило, весело, обидно. Надеюсь, завтра у меня не снимут с рейса как ковидного больного. Это не бизнес-ланч, но и не тот понос, который тебе в тарелку наливают в Турции.